Всем привет! Вы на канале «Из города на дачу». После того, как мы поставили окно на нашем крыльце, то у нас разгорелся аппетит, и мы захотели поставить еще два окна. Одно окно здесь, а другое с той стороны. И здесь, я думаю, не будет никаких проблем, потому что и окно ровное, просто это вытащить, другое вставить и запенить. То с другой стороны дома совсем другая ситуация. Это окно в нашу дальнюю неотремонтированную спальню. И смотрите, что здесь происходит. Видите, вверху, где обложено кирпичом, кирпич треснул. Хотя мы запенили, и оно год постояло, но все равно нужно что-то с этим делать. Мы решили не дожидаться, пока кого-то травмирует, а сами это все разобрать, самостоятельно сварить раму и укрепим этот проем. Когда уже будет сделан, тогда заново выставим кирпичи, и когда люди уже будут нам приезжать мерять проем, он уже будет готов, и тогда можно будет ставить окно. В общем, работы немало, поэтому не будем терять времени. Вначале сниму виноград, аккуратно сбоку сложу и буду заниматься этим окном. Виноград хороший, главное его не повредить. Он растет хорошо, и тут ему тенечек, но он все равно вызревает. Так, как бы тебя так сложить, чтобы потом обратно можно было нормально, аккуратненько подвесить. А я сейчас иду собирать перцы. Там столько перцев. Вот, но зайду еще, покажу вам нашу тепличку и что там вообще творится. В общем, это не огурцы, это дыни. Мы сейчас с Ромой смотрим, что это за мохнатые огурчики такие. Оказалось, это дыньки. И они вырастают. Так, здесь вот одна, походу, это уже испорченная, да. Уберем. Сейчас вам покажу, какие дыни вырастают здесь. Вот, смотрите, какие. Вы представляете? Это буквально, ну, я не знаю даже, как сказать, за недели две вот такие вот дынчушки. Так, и вот тут уже такая вот большая висит дыня. Вообще мы их так никогда не выращивали. Они у нас всегда росли на поле, вся бахча. И вот здесь, кстати, арбузы. Вот несколько арбузиков. Я уже не стала подвязывать арбузы, только вот некоторые здесь, которые уже заплелись. И вот здесь, видите, вот они, арбузики растут. Я сделала такие мешочки, подвязала. Вот здесь тоже арбузик. Ну и для дынь, наверное, тоже нужно так сделать. А может и не нужно. Тут очень довольно-таки крепкие стебли. Вот. И я такая рада, конечно. Потому что огурцами нас снабдили хорошо в этом году, а вот иметь свои дыни и арбузы — это прям на вес золота. Ну, а здесь я собираю урожай перцев, это уже второй сбор. Перцы у нас в этом году радуют, ну и помидоры тоже не отстают. Думаю, что на следующей неделе уже буду заниматься томатами. В прошлый раз перцы мы начиняли, их получилось так много, что мы часть поели, а часть даже на зиму заморозили. А по вашим советам я приобрела вакууматор, и вот что мне из этого получилось. Здесь у нас на даче старенький холодильник с маленькой морозилкой, и помню, в июне мы что-то обсуждали с вами в одном из видео, и в комментариях вы мне посоветовали: Вика, чтобы все вмещалось у тебя и в морозилку, и в холодильник, приобрети себе вакууматор, и будет тебе счастье. Так что вы советовали, и я подумала и приобрела. Вот такой вот у меня вакуумный упаковщик от бренда Dumont. Модель его закреплю в углу экрана. Сейчас мы с вами его распакуем и посмотрим, что же мы здесь имеем. Итак, здесь у нас уже имеются пакеты. Их у нас здесь 20 штук. Дальше инструкция. Это очень хорошо. Так, шнур. Шнур съемный. Это хорошо, потому что, если что, можно его будет заменить. Так, и, по-моему, длина его 1 метр. Так, ну и сам вакууматор. Ух, какой он у нас красивый, стильный вакуумный упаковщик черного цвета. И скажу вам, здесь такие резиновые ножки,
скользить по столу не будет. Ну и по поводу панели управления. Здесь все, как я люблю. Она, кстати, сенсорная. Простые программы, на понятном языке все написано. Кнопочка включить-выключить, запайка, вакуум, два в одном. Дальше кнопочки запайка и вакуум по отдельности. И кнопка вид продукта. Выбираем сухой или влажный. Ну а теперь приступаем к процессу. Размещаем пакет ребристой стороной вниз, плотно закрываем крышку до щелчка, выбираем тип продукта и запускаем нужный режим. Вакууматор отлично подойдет для заготовки мяса, рыбы, овощей и круп. Благодаря такой упаковке в крупах не заведутся никакие жучки, а еда в холодильнике не впитает посторонние запахи. И теперь все продукты будут храниться подольше, а места в холодильнике в 2 раза больше. Я завакуумировала сыр, бекон, стейки, овощи. Ну, а петрушку и гречку запаиваю по пакетам для долгого хранения. Сделала небольшие заготовки, но на этом я не остановлюсь. Я очень жалею, что не послушала вас и не приобрела вакууматор раньше. Это действительно нужный помощник на кухне для каждой хозяюшки, особенно если большие закупки, большие запасы и нужно сэкономить место для размещения. Ссылочку на вакуумный упаковщик от бренда Dumont я оставлю в описании под этим видео. Приобретайте для себя на подарок, и пусть ни один продукт у нас не испортится и сохранится подольше. Вот видите, вся эта конструкция стоит или висит вот на вот этой доске. Если я ее уберу, получается, та доска тоже упадет. Ну, не знаю, кирпичи упадут или нет, поэтому, наверное, я привяжу эту доску такой леской, а потом подальше отойду и дерну за нее. Раз, два, три. О, ничего, конструкция не упала. А я думал, все упадет. Так. В общем, доска это не самое главное. Самое главное вот та вот железяка. Видите? Вот она держит. Надо за нее дернуть. Как же это сделать? Если сейчас не получится тоже ее выдернуть, придется разбирать кирпичи оттуда сверху. Или по одному вытаскивать. Ага. Ну, давай. Давай! Падай! Ага. Не хватает мне силушки богатырской, поэтому, наверное, буду потихоньку разбирать. Мы с Ромой немного ошибались, глядя на то, как висела эта вся кирпичная кладка. Думали, сейчас уберем подставочку и все рухнет и посыпется, а нет. Глядя на то, сколько усилий прилагает Рома, чтобы разобрать эту кладку, и сразу вспоминаются комментаторы, которые говорили, этот дом лучше разрушить и построить новый. Но уж нет, лучше мы его поремонтируем, дом очень крепкий. Да, я чего-то думал, что оно само рухнет, а тут еще не разберешь. Пришлось такую балдечку взять. О. Ой, работа кипит, солнышко. Фу, пылючая. Ну, зато уже хотя бы разберем, выложим заново. Это уже будет... Это я, стукач. Вот. Еще 2 ряда осталось. Что? Хоть дом глянем, что там внутри. Ну да. Ну, получается, дранка и таким раствором, да. Зашпаклевано. Тут, видишь, треснуло. Последние 2 ряда осталось. Все. Помаши усиком. Замер. Думает, мы его не видим. А вот так комната выглядит изнутри. И на первый взгляд кажется, что комната забита всяким хламом. Но на самом деле она служит нам складом, и здесь каждая коробочка, каждая баночка имеет свое место. Очень надеемся на скорое строительство какого-нибудь гаража, либо мастерской, чтобы можно было все это там расставить и в доме не хранить. Ну а пока освобождаем проход и ждем замерщика окон.
Держи компотик. О, спасибо. Немного охладимся. О. Хорошо, да? В автобусе ехали, ужарились. Как вы видите, мы сегодня не дома. Мы к родителям приехали, к В гости, Викачке. да. Кстати, вот прикупили мы наконец-то такие, нашли, как они, подушечки, не подушечки, да, для стульчиков. А то все же ждут продолжения нашего там ремонта, обустройства вот этой вот столовой зоны, да, обеденной. И вот не хватало нам для стульчиков вот таких подушечек. Ну, нашли. Все, весь рынок обыскали, купили. У родителей хорошо. Знаете, такие воспоминания детства. Вот, мы тут пообщались, в общем. Еще там вкусняшки сейчас пойдем кушать. Но нужно сделать одно небольшое дело, потому что ранее приезжала к родителям, мыла окна мойщиком. Ну и, в общем, обнаружили, одна сетка у нас испортилась, да, на окне. Да, в той Но не спальне. у нас, у родителей. В той спальне дальней, да. Да, это дальняя спальня, это раньше наша была детская. В этой квартире жили родители, я и еще две мои младших сестрички. Ну и в общем мы приехали и погостить здесь немножко, и сделать одно хорошее дело. Нужно заменить москитную сетку там, в той спальне. Нам многие советовали вот такую удобную сетку взять. Вот. Говорят, что очень просто ее собирать, легко устанавливать. Ну вот мы сейчас это и попробуем, и посмотрим, насколько она хороша. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что здесь идет в комплекте. Так, здесь у нас идет сама инструкция, полотно москитной сетки. Мы взяли москитную сетку 85 сантиметров шириной и 160 длиной. Но на сайте можно подобрать свой размер. Еще в комплекте у нас идет 4 ленты крючок, 2 салфетки, активатор адгезии и вот такие тоже ленты ворс. Получается, крючок мы приклеиваем, а ворс сверху идет, чтобы хорошо держалась. Здесь есть подробная инструкция по сборке. Ну что, удобно. Здесь инструкция также есть вот в таких картинках. Поэтому я думаю, что по установке у нас проблем не возникнет. В общем, тут и дырочки есть, и вот эти ручки оторвались. Так что попробуем заменим, может будет лучше. После того, как рама высохла, протрем ее специальными салфетками, которые идут в комплекте. Так, ты сверху, да? Ну да, они Снизу. Спиртовые. Или такой, как... Такой обезжириватель, да? Да. С ленты крючок удаляем защитную пленку и приклеиваем к раме окна. Нам нужно приложить нашу москитную сетку к окну и отрезать по размеру. Так, вот это вверх. Получается, две стороны уже проклеенных, видите, хороших. И еще две стороны нужно подогнать по размеру. Прикладываем сетку к окну и по углу нужно обрезать канцелярским ножом. Ножа у нас тут не оказалось, зато есть ножницы. Поэтому мы сейчас хорошенько тоже это все отмеряем и отрежем. Удобная сетка подходит на любые окна. В ней используется качественное полотно из фибергласа. Ее легко собрать, для этого понадобятся лишь ножницы и утюг. А еще такую сетку легко мыть и удобно хранить. Сетку подогнали по размерам, это было совсем несложно. И по оставшимся краям сейчас будем крепить ленту ворс. Внутри ленты есть вот такой клеевой слой, с помощью которого мы закрепим ленту к сетке. Так, довольно-таки увлекательный процесс. Мы все проклеили. Все теперь такое аккуратненькое. Все замечательно. Отрежем сейчас лишние кусочки ленты и пойдем уже крепить нашу сетку. Сейчас Вика принесет сетку, а я пока вот на таких маленьких отрезках проверю, как же будет держаться наша сетка. Так отклеивается довольно легко. А если вот так в длину, то, гляньте, не отдеру. Вот это, да, вот это держится. Поэтому, думаю, и сетка будет хорошо держаться. Принимай сеточку. Так, сверху тогда, наверное, вот так делаю. Теперь буду одновременно края здесь и здесь крепить. О, бля, мне кажется, она будет очень хорошо держаться. Так,
Альфа, давай внизу я попробую. Интересненько же. Ну Ну ладно. дай попробовать. На, пробуй. У тебя, конечно, все так идеально получилось. Я боюсь все испортить. Не, это легко. О, красота. Так, и здесь. Ты знаешь, я сейчас клею и вспоминаю, у нас на такой липучке были кроссовки, босоножки. Мы так любили, не нужно мучаться застежками, шнурками. Ну и вот здесь тоже ее применили довольно-таки очень к месту. Ну, попробуем. О, довольно-таки крепко Попробуем. держится. А, кстати, вы знаете, что скоро мы себе тоже будем на даче пластиковые окна ставить. И, я думаю, не будем заморачиваться, а тоже такую сетку возьмем Да. и сделаем. Да? Такая удобная сетка нам понравилась. Уверена, что родители будут очень рады. Если вам тоже нужно заменить быстро и просто москитную сетку, ссылочку на эту удобную сетку мы оставим в описании под этим видео. Покажу еще, куда уходит наше время. Вот там вдалеке Рома. Вот он расчищает участок от травы. Он у нас большой участок. Плюс еще, конечно же, придется здесь расчищать. Это соседский участок. Теперь тут никто не живет после пожара. В общем, работы еще очень много. Но мы стараемся успеть и успевать выпускать видео, которые вы ждете вовремя. Альфуша, ты пришла мне помогать. Везде помощницы. И Жужа бежит. Моя хорошая. Помощники мои, помощники. Молодцы. Помогли, можно и погулять, да? Ой. Наконец-то освобождаю уже наш забор. Сразу брал, выкашивал косой. Ставил диск железный, но диск затупился, потому что очень такие серьезные деревья, серьезные кусты. Поэтому все, что мелкое, выкашиваю леской, а остальное топором вырубываю. О. Альфа, как грабли видит, про все забывает. Да, Альфушка? Так, вот так все скошенное и срубленное собираю в кучи. Оп. Потом на тачке вывожу на поле. Да что ж такое? Ох, Альфа. Да. Ты нервничала, да? Ага. Нервная женщина это. Серьезно. Откуда столько энергии? Мне столько энергии, я бы тут все переделал за 2 дня. Альфа, ты охраняешь грабли? Охраняешь. Думаешь, они убегут без тебя? Не переживай. Все, они будут на месте там. Никто их не украдет. Как видите, наш участок мы уже весь покосили. Травы нет и даже уже начали убирать соседний участок. Получается, по вот эту тропинку из камня с левой стороны это наш, а это уже соседский участок. Так что, как видите, уже и тут хорошо продвинулись.
Здесь мы убрали приблизительно, наверное, третью часть. Третью часть всего поубирали. Всю траву, все деревья сбрасываю сюда, в середину участка. А потом, когда похолодает, или, может быть, дожди пройдут, оно все равно уже подсохнет. Тогда, наверное, мы здесь спалим это все. Позову соседа, приготовим поливальники, шланги. Обкошу весь участок со всех сторон, чтобы так метров 10 с каждой стороны хотя бы было. А вот это все, что в центре, все спалим. Мы иногда с Викочкой думаем, вот хорошо, у кого участок всего 6 соток. Поубирал его за несколько дней и все чистенько. А у нас нашего участка 36 соток. Еще соседский, да, наверное, тут соток 10 придется убирать. Пол-гектара. А если посмотреть вот туда дальше, там еще одни соседи тоже сгорели. Потом еще, наверное, участка 3-4 нежилых. Получается, как в том мультике, да, чьи-то поля. Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса. Так и у нас тут. И на помидорчики хватит, и на все что угодно. Как я уже говорил, грубую траву мы точно спалим. А вот эту такую миленькую, мягкую мы оставим нашим собакам на зиму. Будем в будку стелить. Потому что сколько раз мы пробовали всякие шубы старые ложить, какие-то куртки, они их выбрасывают. А это уже такое хорошее мягенькое сено. Еще, может быть, Жужа сделаем отдельную будку, потому что они уже вдвоем не помещаются. Такие у нас хорошие собачки, откормленные. Да, Альфа? Вот. Соберем это сено где-нибудь в бок, уберем, накроем брезентом, чтобы оно не мокло. И на зиму, думаю, им хватит. В прошлом видео я показала подготовку кухни к ремонту. Расхламила буфет и убрала все лишнее. Как-то не очень мне понравилось, когда все стоит наверху, ну или по крайней мере много всего стоит наверху шкафчиков. Решила на время ремонта все убрать, а потом посмотрим, что-то оставлю, а что-то уберу насовсем. Мне очень нравится моя дачная кухня, но чего-то не хватает для полного ощущения уюта и комфорта. Посмотрим, насколько новое преображение решит эту проблему. Ну что, друзья, только лишь к вечеру мне получилось добраться до кухни, чтобы поклеить обои. Вот. Ну и поклейку мы начнем, конечно же, с того, что снимем этот тюль, который уже кричит: сними меня, пожалуйста, скорее сними. Ну и скорее всего, что мы его потом заменим. Кто смотрит нас давно, знает, что у меня есть мечта иметь на кухне вот такой вот круглый столик. Ну и атмосфера к нему, чтобы была соответствующая. А для этого пришлось очень долго подбирать нужные материалы. Так, думаю, настало время посмотреть обои. Какие же обои я выбрала сюда для кухни. Вот они какие. Ой, какие же они нежные. Я думаю, что они подойдут к нашей кухне. Вот. И скажу я вам, это обычные бумажные обои, но довольно-таки с очень приятным рисунком, который я, кстати, очень долго выбирала. Мне очень нравится. Ну что ж, давайте уже скорее клеить. Поделилась в телеграм-канале своим выбором обоев, и вы знаете, картинка передалась такой мрачно-темной. Но на самом деле обои, как вы видите, вот в контрасте со стеной, стена намного темнее, а обои все-таки светлые и вот с таким множеством цветочков. Мое требование к обоям в этот раз было таково, чтобы было очень светло, но в то же время было меньше однотонки, потому что, как вы видите, здесь то трещинки, то паутинки, то жучки, поэтому чтобы было и светло, и максимально не видно всех этих мелких мусоринок и соринок,
думаю, что вот такие как раз обои это самый идеальный вариант. Почему меньше однотонки? Потому что вот на таких стенах, как вы видите, видно все. И соринки, и трещинки, и жучки, и паучки. Хотя проходит уборка периодически, но все равно это дачная кухня. И здесь ты сегодня убрал, завтра уже опять либо жучок, паучок, паутинка. Поэтому, чтобы как-то не так бросалось это в глаза, вот лучше взять такой тип обоев. Ну, это на мой взгляд. А вы свое мнение напишите и оставьте в комментариях под этим видео. Так, ну что, будем клеить. Вначале мне понадобилась только одна длинная полоска, далее я наклеивала кусочки. Конечно же, я люблю все поклеить и только потом поставить мебель, но в нашем случае мебель передвинуть практически нереально. И напомню, что это не капитальный ремонт и даже не бюджетный, это преображение кухни с добавлением уюта. Ну что я хочу вам сказать, это просто вау, даже, знаете, вот старенький буфет на фоне этих обоев смотрится, ну, просто потрясающе. Вообще другое ощущение, другая атмосфера уже появляется. В общем, уже хочется дальше все доклеить и посмотреть конечный результат. Но с выбором обоев я не прогадала. Кто-то нам советует подсобирать денег и сделать капитальный ремонт. Совет хороший, но для того, чтобы сделать капитальный ремонт, нужно иметь хотя бы представление или общую картинку того, какой я хочу видеть здесь в дальнейшем свою дачную кухню. Поэтому такие преображения и бюджетные ремонты – это своего рода репетиция перед тем, чтобы сделать что-то грандиозное и капитальное. Ну что ж, я наконец-то поклеила обои в этой части кухни. Она максимально преобразилась. Это совсем не та кухня, которая была у меня, ну, по крайней мере, по моим ощущениям. И даже мебель и буфет, который я перекрашивала в фисташковый цвет, они действительно теперь подходят и классно сочетаются с обоями. И такой эффект создается настоящей дачной кухни в современном стиле. Ну и здесь вы видите вот эти пустые места. Здесь нет обоев. И сейчас я уберу вот этот вот кирпичик. А здесь я купила самоклеющуюся вот такую вот пленку в виде сот вот под турецкую плитку. Вот такие вот цветные соты под турецкую плитку. Ну, сейчас поклею и тоже поживу с ней, посмотрю, понравится мне, не понравится. Время покажет. Ну и хотелось бы еще добавить, что ремонт, который мы делали в 2019 году, это было преображение, переделка, соединение двух комнат в одну. И в этом ремонте мы уже капитально отделали стены. И как вы заметили, перед поклейкой обоев я не замазывала ни одной дырочки и щелочки, потому что их не было. Хотя имелись незначительные трещинки, но это не стоило того, чтобы наводить раствор и пачкаться, и тратить на это время. Так что к капитальному ремонту стены уже готовы. Ну а следующий шаг капитального ремонта – это будет смена окна на дверь. Ну а так как до этого этапа еще очень далеко, будем усовершенствовать свои навыки по дизайну и ремонту, ну и в промежутках радовать вас своими преображениями и идеями. Ну и как вам мой новый фартук? Подходит ли он к этим обоям? Понравился ли он вам? Напишите об этом в комментариях. Ну а здесь я перемываю набор посуды, который хочу разместить на буфете. На шкафчиках поставлю самовар и кофейник. Также вымываю буфет и перемываю все содержимое. Что-то уберу, что-то расставлю, ну и вот что у меня получилось. Ну и пользуясь случаем, хочу ответить на частый вопрос под прошлым видео. В прошлом видео Рома приготовил нам растворимый кофе, и многие спрашивали, а как же ваша кофеварка? Мы пользуемся всем, что стоит у меня на рабочем столе, и кофеваркой, и грилем, также индукционной плитой, электрочайником. Ну и так как я берегу свою технику, накрываю ее вот такими полотенцами, но в задумке пошить специальные декорированные чехлы. Там место для котиков не будет, да? Это что ли? Ну да.
вот они все равно вымоют. Вот это фиксируем. Так, а с этой стороны по низу, да? По лисье. Ну и как вы заметили, тюль мы перенесли из зала. Я думаю, что здесь ему самое место. Но в зал мы купим новые, более подходящие. Ну, с тюлем вообще круто, да, Ром? Да, очень. Шикарно. Вы знаете, у меня вот оставался кусок ткани, и я думала, что если тюль сюда не подойдет, то я сделаю шторы еще из, как бы, из этой материи. Вот, но тут тюль так идеально вписался, что, думаю, шторка будет тут лишняя. Так что, не, ну красота же. А. Так, ну осталось нам, что? Столик. Собрать стол. Давай садись. Так. Долгожданный. Ого, тут деталей 100 штук. Ну, ножки, кстати, железные. А я думал, деревянные будут. Это хорошо, что железные. Угу. Так. Так, тут прям, 3 тут прям ножки. целый конструктор. Да, какие-то. Крепления. Как всегда, куча картона. О, такой круглый. О, стол. моя мечта! Так, затычки вот эти, чтоб О, не теперь царапать правильно. пол или линолеум. О, есть. Так, а ну как Так, его тут ставить? целый ребус. Вот так, наверное. Треугольником. А это вот так, да? О, да, 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 да. И теперь отсюда закручиваем сюда болты Мгм. и будет стоять. Хорошо. Так, ну вот эти вот, да, железные. Давай мы сразу просто наживим его. Оп. Так, и теперь закручиваем. Хорошо. Чтобы стол стоял. Стягиваем, да, Да, стягиваем. со всех сторон. Ну, такой нормальный, устойчивый. Я переживала, думаю, будет какой-то рахитик. Хлюпик. Такую цену. Или хлюпик, или рахитик. Но мне кажется, я 80 сантиметров заказывала. А он... Низенький, да? Да, он 75 на 75. И по диаметру столешница немножко меньше, и по высоте. Я примеряла, чтобы такой вот был. Ну, ничего страшного. Выпить кофейку, чайку, Да. на кухне посидеть, В в окошко окошко посмотреть. красивое посмотреть. Красивая. Так, и теперь Столешница. столешницу прикручиваем, да? А тут нигде меток нет, да? Ну так, А, примерно нормальный. сейчас выставим. Примерно как-нибудь ровненько, более-менее. А, вот тут прикрутим. есть дырочки, Ром. Вот дырочка одна, вот вторая, и где-то должна быть третья. Вот на них ориентировался. Ага, есть, да? Да, Вот а хорошо. ну-ка, сейчас буду крутить, вертеть. О, Викулечка там отверткой работает. Ура, Закрутила. прикрутила. Молодец. Еще один. Так, попробую. Ты пробуешь? О, А ну и я. ничего не низкий, хорошо. Не низкий? Наоборот, отлично. Был бы выше, было бы неудобно. А так Какой хорошо. удобный, Кружечку взял, компактный. дыр. И все. Как вот кофе, да, вообще. Вид такой красивый можно. О, Давай класс. чуть-чуть ближе к этому, к окошку. Так, у меня что-то еще подушечки на сиденье. Так, ну я не буду их привязывать. Мне кажется, немножко меньше. Но все равно создают красивую атмосферу. Так, и еще один. Оп. Супер. Красота. Красота. Ну А, все. Меня с этой кухни теперь не вытянешь. села Аленушка у окошка.
Теперь хоть на кухне есть где присесть. Вот какую-то работу делаешь, ну, там все делается стоя. А здесь можно присесть тоже, что-то делать. И порезать там И всё, порезать, да, там, поставить, смотреть что-то там, готовить. Ну и, конечно, главное назначение этого стола здесь, это все-таки утренний кофе, да, вот зимой, к зиме, вот, к зиме готовы дома. Ты тоже. Скажи, я тоже комна кофе. Вот Опа. умная. Умная кошечка. Вот так мы обнимаемся. Вот. Все. Вот так. Счастье у кошки. Наконец-то села и взяла меня на ручки. Фонтанчик у нас вот так работает. Все отлично. Здесь у нас лейка с водой, и мы регулярно подливаем водичку. Ой, ничего страшного. Был, кстати, совет фонтан закрепить где-то по центру. Но мы сейчас думаем, как это сделать. Красота такая. А здесь у Томы местечко. Вот так она лежит. Ей тут на ушко журчит фонтан. И вот так мы отдыхаем и спим. Вот это жизнь. Прежде чем приступить к демонтажу окна, я сразу вытащу все стекла, чтобы вдруг не пораниться. Потому что они старые, могут быстро треснуть, упасть на руку, на ногу или еще куда-нибудь. Поэтому сейчас все эти штапики отчикпыкаю и поснимаю все стекла. Возможно, повторюсь, но уточню один момент. Эта комната будет делиться на две. Там, где пеноплекс, это будет ванная комната, а там, где окно, это гостевая. В самой ванне мы окно не планируем делать, но вы много советуете, поэтому мы, возможно, еще подумаем. Последнее стекло. О, и сейчас будем выламывать всю эту лутку. Интересно. Приезжал к нам замерщик. Тут наковырял, но зато все с умом сделал замеры, да, Ром? Вот. И сейчас что ты делаешь? Буду сейчас убирать эту раму. Вот он замерил по вот эти вот доски. И вот кончается рама. Вот такое будет окно, поэтому это можно смело все выламывать, убирать. Да. Ой, аж не верится. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. На этом мы будем завершать это видео и прощаться с вами ненадолго. До новых встреч. Пока-пока. Как говорится, ломать не строить. Оба. Окно в Америку.